Приветствуем всех! Вы на канале Eco Real Estate Japan, канал, на котором мы будем освещать вопросы, связанные с недвижимостью в Японии. Всех, господа, с новым 2026 годом! Сегодня 8 января, и мы находимся в городе Йокохама. Йокохама – это часть агломерации Большого Токио. Население Йокохамы 12 миллионов человек. Токио, соответственно, 14, но агломерация, все города вокруг порождают огромный мегаполис в 39 миллионов человек. И всем где-то нужно жить. И сегодня мы идем смотреть дом 1962 года. Дом двухэтажный, 40 метров первый этаж, 40 метров второй этаж. Сегодня, кстати, замечательный зимний вид. Вид, конечно же, на Фудзи-сан. Фудзи-сан в переводе госпожа Фудзи. На нее не говорят гора, все-таки к ней надо с уважением. А то если рванет, то уже канала не будет. Соответственно, мы осматриваем сначала район. Здесь есть очень такая красивая площадка. Кстати, вот такие площадки, которые выглядят довольно-таки пустые, это часть эвакуационной зоны в случае землетрясения либо какого-то стихийного бедствия, чтобы службы МЧС могли подвести все необходимое. Так, мы идем в сторону того самого дома, который я вам хочу показать. Стоимость дома 64 тысячи долларов. Я вам хочу показать, что сегодня в Японии можно приобретать за такие цены. Район Ниши – это один из элитных районов города Йокохама. Перед вами находится район Минато-Мирай 21, что переводится «Врата в будущего 21 века». Так Япония будет выглядеть в будущем, а где-то уже выглядит и сейчас. То есть мы практически недалеко от будущего. Но возвращаемся немного в прошлое, в 1962 год. По этим улочкам сложно доехать на обычном автомобиле. В Японии обычно используют кей-кар. Вот такие маленькие машинки узенькие. Соответственно, в этом доме парковки нет. И этот дом находится на территории, которая называется Сайкенчик-Фука. Что означает, что дом нельзя будет перестроить. То есть земля будет принадлежать вам, но сам дом перестроить нельзя. Его можно будет максимально разобрать до фундамента и фундамент перестроить. Соответственно, я вам сейчас его покажу, насколько это возможно. Сначала мы сделаем внешний обзор, а затем мы сделаем обзор уже внутри. Вот этот дом неухоженный. Тоже примерно те же годы, 60-е, но наш дом выглядит прекрасно. Поют птицы. Дом нельзя перестроить, потому что к нему нету доступа к большому транспорту. Соответственно, он находится в глуби территории, вокруг которой тоже дома. Но опять же, цена 64 тысячи долларов всего. Соответственно, этот дом — это находка. Чем мы и занимаемся? Мы ищем дома находки, чтобы максимально выгодно инвестировать. Так, вот у нас вход. Так выглядит. Цветочки, птички. Дом снаружи выглядит шикарно, на мой взгляд. 62 год, господа. Классика жанра. Дом частично обшит металлопрофилем. Имеется терраса, балкон. Вид я еще не знаю какой, но обязательно мы сегодня скоро зайдем и я вам покажу. Сделаю, наверное, чуть-чуть пошире угол, чтобы вам было понятнее, как он выглядит. Окна все целые. Счетчик есть. Водонагреватель тоже есть. Кьютоки в Японии. Вода нагревается благодаря газовому нагревателю. И не во всех домах это присутствует. Нужно ставить самим. Так, до соседей, ну, можно сказать, далеко от стенки до стенки. Бывает и меньше расстояния, я вам покажу. Стекла все целые, дом выглядит максимально ухоженный, но, конечно же, мы всегда осматриваем дом со специалистом, который уже вот скоро совсем прибудет. И мы будем его изучать уже более досконально на какие-то протечки в крышах, на возможных термитов, которые уже съели балки, либо какие-то внутренние деревянные части конструкции. Ну, вот выглядит так. Его можно покрасить, ну, допустим, в цвет Эрме, либо Тиффани, по-новогоднему.
Надеюсь, вы дарите подарки на Новый год. Ну и вот так выглядит все внутри. Ну, конечно, мы туда скоро попадем, я более подробно вам все расскажу. Если вы заинтересованы купить, сдать, найти недвижимость для инвестиций, для посуточной аренды, для аренды помесячной, для обычной аренды, обращайтесь, мы будем сопровождать вас на всех этапах, от консультации до оформления сделки. Ну и пойдемте, конечно, вовнутрь. Ну и добро пожаловать внутрь дома. Давайте его вместе с вами осмотрим. Я его еще не видел. Съемка от первого лица. Прихожая, называется Гинкан. В Японии обязательно она находится уровнем ниже. Вот такое изящество, элемент дизайна. В кавычках. Так. Что у нас с полом? Пока мы сделаем внешний осмотр, а потом уже специалист более досконально будет все здесь рассматривать. Здесь, наверное, ничего не менялось, может быть, только добавлялась кухня тех самых годов. Далее у нас с левой стороны есть комната. Комната татами. Конечно же, здесь все полы будут меняться. Татами все снимается, можно сделать единый пол. Вот эту всю часть тоже можно убрать, сделать единую зону. В доме запаха сырости нету, это уже хороший признак. Дом хорошо проветривается, потому что много окон, окна все целые. Это очень приятно. Здесь эту зону можно обычно использовать, исходя из нашего опыта, как дополнительную жилую зону. То есть шкаф можно полностью убрать и здесь, предположим, поставить диван, либо кровать. Также будет иметься полка сверху. И здесь тоже. Как правило, несущие балки убрать, конечно, нельзя, а это часть несущих балок и связывающих балок дома. Здесь у нас такой старый сервант. Пахнет японским домом. Надеюсь, технологии скоро позволят передавать запахи. Такой вот старый элемент. Здесь какой-то интересный сверток. Надо будет проверить, что за сверток. Так, ну а мы поднимаемся на второй этаж. Мы еще нет. Мы давайте посмотрим ванную комнату для начала. Ванная комната тоже довольно приличная. Ее можно либо поменять, если на перепродажу, а если на посуточную аренду, можно очень хорошо вида ее изменить. Наличие плесени нужно будет тоже посмотреть. Это все грязь и паутина. Вытяжка есть. Окно в ванной комнате есть. Это замечательно. Не во всех японских домах есть окна в ваннах. И, соответственно, появляется плесень. Имейте в виду. Далее умывальник. И уборная первого этажа. Здесь тоже можно минимально, с минимальными вложениями все это дело поменять. И мы отправляемся на второй этаж. Дерево в очень таком неплохом состоянии. Вот смотрите. То есть его можно отшлифовать, покрасить, привести в красивый вид. Здесь тоже имеется окно, то есть естественный свет. Сейчас свет в доме отключен, и в доме довольно светло. То есть очень все в этом плане хорошо. Здесь находится раковина, неожиданное, конечно, место. И здесь есть окно. Давайте его откроем. Окно и вид с окна на соседний дом. Но опять же, свет есть, потому что расстояние между домов, оно довольно большое, потому что бывает, что дома на расстоянии 50 сантиметров, тогда свет не попадает. Уборная номер 2 на втором этаже. На втором этаже душа нету, ванной, все на втором. Далее, здесь есть у нас дверь, вот такая. Конечно же, она будет
заменена в случае покупки этого дома нами, точнее инвесторами, тот, кто сейчас заказал данную покупку и данный обзор. Работаем мы с инвесторами по всему миру, на английском языке, на японском языке, на русском языке. Вот, опять же, открыл окно. Расстояние до дома приличное. И вот получается у нас второй этаж. Здесь теоретически были когда-то сдвижные двери, но их убрали, чтобы наверняка увеличить пространство. Ну, в принципе, так и лучше, мне кажется. Крыша. Осматриваем крышу на подтеки именно внутри, потому что не всегда это видно, но мы сейчас будем все это по чуть-чуть разбирать, насколько возможно. И так, а вот у нас, смотрите, выход у нас вот такой через окно получается, по-японски, на балкон. И вид у нас с балкона на Landmark Tower, Йокохама. До него пешком отсюда идти 20 минут. Это очень близко. До ближайшей станции здесь идти всего 11 минут, станция Тобе. То есть до Токио можно очень легко добраться. Локация очень-очень удобная. Так, здесь еще какое-то дополнительное, что-то дополнительное. Надо попробовать открыть. Пока что не открывается, но здесь какая-то наверняка потайная комната. Так, крышу. Смотрим крышу. Ну что, дом многообещающий, скажу я вам, он в очень хорошем состоянии. Мы осматривали немало объектов этих годов. Один из объектов сейчас находится в работе в городе Токио, около станции Аото. Здесь тоже, я вам рассказывал, можно увеличить жилую зону и превратить ее, вот, допустим, в место, где можно поставить кровать, диван угловой. Много разных идей. Единственное, не всегда можно трогать вот эти связывающие балки. То есть эта балка, она связывает несущие балки. Но на вид они в очень хорошем состоянии. Все окна, кстати, открываются, закрываются легко. А это значит, что крена либо нету, либо он минимальный и не заметен. Но сейчас мы, конечно, выставим лазер. А вот эта комната, куда мы не смогли зайти с балкона, дополнительная. Здесь уже идет осмотр пола профессиональным строителям, который знает, куда посмотреть, куда заглянуть. А, здесь можно открыть, получается, изнутри эту дверь на балкон. Вот она. Так, шкаф. Какие-то такие у нас здесь. Выглядит все вообще неплохо. Но опять же, снаружи визуально. Это уже о чем-то говорит, за домом следили. Открываем окно, тоже легко открывается. Вот смотрите, какой вид из окна. Здесь можно поставить даже прозрачные окна, потому что соседи, видите, все у них непрозрачные окна в основном. Вот с таким видом, в принципе, жить. Это будет как зона ливинга, да, то есть зал. Вот здесь мы, конечно, обязательно сейчас заглянем под пол, что там находится, с микрокамерой. Ну и дальше я вам расскажу, что мы думаем об этом доме, и подытожим. Сейчас выставляем лазер по уровню, проверить, насколько дом у нас накренен, хотя это маловероятно, либо он совсем не накренен, и фундамент довольно прочный, и грунт под ним тоже. Выставили сейчас лазер и будем смотреть. Делаем замеры с разных сторон от пола. Продолжается проверка. Измеряем разницу
При осмотре первого этажа мы обнаружили в ванной комнате прогнившую балку. То есть ее нужно будет укрепить. Это все легко делается, заменить, купить хороший качественный материал. И ванную, конечно, полностью желательно под замену. Тут уже как ни крути, но даже в этом старом доме есть электрическая система нагрева воды, где вы можете выставить сколько градусов объема, и вода из крана будет течь такой температуры, которой вам нужно. Поэтому вот эту часть, вот эту балку мы, конечно же, заменим. Ну, так как это ванная комната, это нормально. В остальных местах все сухо, верно? Да. Отлично. Плесень тоже не замечена, да? На первом этаже тоже выставили лазер, посмотреть, насколько идут перепады, насколько играет пол. Какой вердикт? Сколько? 1,5 сантиметра. Это совершенно не критично, то есть это, можно сказать, все ровно. Шкаф, наверное, оставим, да, здесь? Шучу. Ну, все очень-очень ухожено. Смотрите, насколько чисто, насколько это возможно, да, вот. Сколько лет этому дому и как все сохранилось. Так, ну и пойдемте заглянем у нас, что под полом посмотрим. А перед тем, как заглянуть под пол, мы нашли еще дополнительное пространство для хранения чего-либо. И это пространство можно будет обыграть. То есть, видите, здесь лестница стоит, и можно вот так вот срезать полностью. Срезать, и здесь будет еще дополнительное место. Либо хранить там, допустим, рис, овощи. Там довольно прохладно. И здесь еще есть выход из дома дополнительный. Вот здесь. Вот такой вот. Так, смотрим, что у нас под полом. Мне кажется, это дополнительная камера, чтобы хранить. Да, я был прав. Таким образом выглядели, ну, не холодильники, а вот место для хранения риса, овощей. Здесь, в принципе, есть даже вентиляция. Так, ну и здесь тоже у нас все сухо, к счастью. Видите? Ничем не пахнет. Внутри пола есть вентиляция. Это очень тоже важно. То есть все в идеальном состоянии. Сухо, красиво, плесени нет. Можно брать 64 тысячи долларов. Плюс ориентировочно ремонт 30-40 тысяч. И за примерно 100 тысяч долларов вы получаете готовый объект недвижимости. А что с ним делать дальше, вы уже можете решать сами. И мы вам в этом обязательно поможем. Так, поднимаем сейчас татами, посмотреть, что вообще под полом, сухой ли он. Вот так выглядит все у нас под татами. Естественно, весь этот пол будет заменен. Элементы плесени не имеется, да, Михаил? Так, это у нас не плесень, к радости. Это краска всего лишь. То есть пол довольно прочный, на него можно будет... Да, обязательно нет, конечно. И делать пол вровень на всю зону данной комнаты. Сейчас мы будем вскрывать лючок, чтобы заглянуть на чердак, на протечку, проверить все. То есть вот этот люк он убирается. Опа. И в принципе можно даже уже сейчас чуть-чуть снять и посмотреть, что там происходит. Теплоизоляции, конечно, в японских домах практически никогда нету, ее можно будет добавить. Так, прошу вас, маэстро. Живое. Все живое? Угу. Протечек нету? И рубероид живой. Прекрасно. То есть здесь можно даже утеплить? Утеплять. Доступ есть, да, в принципе, для утепления? Ну, снять вот это. А в той части у нас что?
Они вот сделали потолок здесь, вот именно вот как он есть. Да. Вот второй, типа вот одна крыша, а потом еще одна крыша. То есть теоретически здесь потолки можно повысить, допустим, сделать высокими? Нет, все. Нельзя, да? То есть максимально это то, что мы видим в зале. Вот она, балка идет. Где? Вот. Вот это и есть балка. То есть до Да. этой балки Да. это А максимальная вот- высота потолка. Да, вот. То есть выше ты уже не дашь. А там вообще бревно идет. То есть вот этот, он как есть, вот этот потолок. Да. Вот так. То есть они отдельно собрали. Он неровный, получается, вот эта крыша Да. одна, за ним еще такая же крыша. Да, понятно. То есть, в принципе, вот эту балку можно здесь тоже убрать, как и в той комнате, связывающую. По сути, да. Потому что вон то бревно все нас связывает, да? Там несущие наверху. Соответственно, мы получаем две большие комнаты без вот этих перегородок. Далее, вот здесь на входе у нас, обратите внимание, вот это тоже можно убрать, вот этот уголок. Он здесь совсем не нужен. Это японский стиль тех времен. Но для этого есть мы, чтобы сделать максимальную реновацию и чтобы этот дом стал 2026 года. Вдохнуть в него жизнь. Какой вердикт этого дома? Вот мы сейчас выставили лазер, у нас разница в 1,5 сантиметра игра пола. Это насколько критично? Это абсолютно не критично. Здесь перепад в том, что рейки на разных уровнях. Сами реки, да? То есть они Да, неровные. толщина рейки 1,5 сантиметра, примерно сантиметр. Вот эта разница играет по всем углам. Мгм. То есть плюс-минус 1,5 сантиметра на каждый угол. Что здесь подлежит обязательной замене? Стены, полы. Электрика. Обязательной замене электрика. А электрика это самое обязательное, мне кажется, в этих домах. Да. На балконе можно выложить вообще паркет. Балкон в хорошем состоянии, мне кажется, его делали уже. Все такое новенькое. Ну не паркет, Здесь может пол. палубную доску. Палубную доску, да, можно сделать. И вот с таким видом сидеть, пить чай, кофе, завтракать. Дом соседи нам не мешают, потому что окна у них непрозрачные. Ни мы им, ни они нам. Крыша. Визуально тоже осмотрели. Подтеков никаких нет. Это удача. Это большая удача. Ну и, соответственно, первоначально оценка говорит о том, что дом не в аварийном состоянии. Вот эту балку можно будет убрать, будет большое пространство. Вот этот шкаф можно тоже будет полностью убрать, сделать там все что угодно по дизайну. Вот эту часть тоже можно, конечно же, убрать. Пол весь под замену, стены под замену. Стены можно, конечно же, утеплить, потому что японские дома вообще не утепляются, в них очень холодно, а летом жарко. То есть коэффициент работы кондиционера, он низок. Соответственно, проще один раз вложиться, и комфортнее, и лучше, и экологичнее, конечно же. Интересный момент мы сейчас заметили в этой квартире. Тут есть такая, не знаю, комната для нежеланных гостей, наверное. Смотрите, как интересно. То есть у нас идет лестница. Видите, лестница? И вот калитка. Как туда попасть? Зачем она сделана? Вот, возможно, даже уже и некого спросить. 62-й год. Но это обязательно нужно будет обыграть. Это интересно. То есть, теоретически мы можем увеличить пространство этой комнаты вот до этого места. Согласны? Вот здесь, если вот это все вырубить. То есть комната еще, получается, больше станет. Удивительно, конечно. И расположение раковины тоже здесь уникально. Но почему бы и нет. Этим уже будет заниматься профессиональный дизайнер, проектировщик. У нас в команде имеются все. Если у вас есть какие-то идеи, вы тоже можете смело писать в комментариях, что вы думаете, какие у вас идеи. Сейчас мы еще будем заглядывать под пол, смотреть, в каком состоянии вообще фундамент. У нас есть небольшой подтек. Скорее всего, это связано с козырьком. Внутри все сухо. Под замену несущие балки, которые в ванной комнате, так как пол прогнил, то есть вот это все полностью нужно будет скрывать. Обязательно замена электрики. Ну и дизайн, конечно, нужно будет прорабатывать, смотреть, оставлять ли балки открытыми, либо полностью обшить все красиво гипсокартоном, утеплить. Это окно, в принципе, бесполезно, эту стенку можно убрать, потому что света оттуда как такового нет. Света уже, в принципе, довольно достаточно.
Но опять же, здесь уже будет работать проектировщик и дизайнер. Наше дело сегодня это именно смотреть на предмет аварийности. И хорошие новости. Все выглядит очень хорошо для дома этого года и для этой цены. Итог. Что мы получаем? Мы получаем недвижимость в городе Йокохама, в элитном районе, который называется Ниши. Следующий район это Минато-Мирай, район будущего 21 века. До элитных мест, такие как Лэндмарк, пешком всего 18-20 минут. Земля всегда будет ликвидная, легко можно будет перепродать, легко можно будет сдать в аренду, посуточную аренду, все что угодно. И до станции Тобе всего 11 минут пешком. А со станции Тобе это всего лишь одна станция от станции Йокохама. Это центральная развязка Йокохама. То есть с Йокохама можно уехать до 20 минут уже в центральные районы Токио. Очень удобное расположение. Поэтому, если вас заинтересовала тема нашего канала, обязательно подписывайтесь, обязательно пишите комментарии, о чем бы вы хотели узнать. Мы постараемся для вас отснять максимально интересный материал. И всех с новым 2026 годом. До встречи!